И я перехожу на другой рабочий стол. Здесь у меня уже заправлена подходящего цвета ниточка. Она, конечно же, должна быть в тон вот этой однотонной ткани моей. И я строчу, пристрачиваю, я уже сказала, на ширину лапки. Делать закрепки здесь не обязательно, поэтому я просто строчу. Потому что все вот эти края будут все равно обработаны. Итак, пришили вейку, пока только один край. Вот так она выглядит с одной стороны, вот так с другой. Теперь можно убрать все наметочные швы именно по этому, все наметочные нитки по этому шву, скажем так. Если с этой стороны не видно, то тогда, смотрите, вот так я отгибаю. Вот так. И вот здесь ее прекрасно видно. Вот она, ниточка. И все эти ниточки мы убираем. Так или иначе. Итак, только по этому срезу убрали все наметочные ниточки. Теперь я беру, вот она моя вейка, я беру ее, вот так закрываю шов. И строчить я буду дальше в край вот с этой стороны беечки. То есть вот в этот край беечки. Тем самым у меня вот здесь строчка пойдет. То есть получается вот так я закрою. Вот так я закрою шов. А дальше я покажу, что делать. Сейчас мы с вами строчим вот так, вот таким образом, с этой стороны. Именно с этой стороны, иначе здесь мы ничего не увидим. И как раз, смотрите, получается, мы с вами строчили вот этот шов у нас на ширину лапки, и он у нас весь одинаковый. Ничего не подрезаем, ничего не убираем. Вот так я подворачиваю. И главное начать ровненько, правильно. И прям сейчас иголочку воткну. Прям ровненько в край вот этой вот беечки. Если вы себе не доверяете, конечно, лучше приметать. И все, поехали. Тоже, кстати, можно не делать закрепки, потому что все эти швы спрячутся. Теперь смотрите, у нас получилось с одной стороны вот так красиво, а с другой стороны вот этот хвостик. Вот этот хвостик нам нужно срезать. Срезать таким образом, чтобы осталось, ну, миллиметра 3, не больше. Готово. Отрезали. Теперь разворачиваем наш рукавчик. Тут нужно, конечно, нужно будет постараться. Можно, кстати, с одной стороны рукавчик распороть, чтобы было удобно. Но я уже не хочу, я уже сказала, не хочу ничего распарывать. В общем, нам нужно развернуть наше изделие. Подкладываю подкладку, развернутая уже вот так вот. Я покажу начало, а дальше я буду немножко мучиться. Ничего страшного. Хочу показать максимально понятно, да. Смотрите, вот здесь мы с вами срезали лишнее, а строчили первое, вот она наша строчка, да. А сейчас я строчу вот сюда, в этот край. Думаю, что будет понятно. Следим за тем, чтобы у нас под лапку лишнего ничего не попало. Вот так я разворачиваю. Самое, наверное, сложное это рукавчик. Но вообще, конечно, у меня уже полностью вся курточка сметана, собрана. И я уже сказала, я не хочу ее разбирать. То есть лишняя работа, да. Поэтому, ну, ничего страшного, я сейчас немножечко тут помучаюсь. Если бы у меня сейчас был развернутый рукавчик, мне было бы проще, да, весь этот шовчик. А так мне придется вот так вот следить, смотреть и вот так вот его подтягивать и разворачивать. И все-таки я хочу, чтобы вы посмотрели на этот процесс.
Потому что, смотрите, когда, допустим, даже если вы не сметано у вас изделие, у вас оно все развернуто, все аккуратно, классно, все удобно, но когда вы будете сшивать последний шов, скажем так, вам все равно придется прибегнуть к такому методу. Вот так. Начало, конечно, все здесь удобно, все классно. Следим за тем, чтобы ничего не попало под лапку, я уже сказала, да, вот так вот разворачиваем, щупаем, прощупываем и внизу, и вверху. А дальше, когда уже идет узкое место рукава, здесь уже, конечно, нужно быть еще более внимательным и нужно постараться. Вот и все. Обрезаю ниточки и аккуратненько вытаскиваю курточку из-под лапки. Смотрим, что получилось. Вот такая получилась обработка. В общем, сейчас за кадром делаю то же самое со всеми остальными срезами. То есть это второе плечо. Вот здесь боковой срез тоже я также обработаю. И с другой стороны. И на капюшоне у меня вот кусочек. И потом я покажу уже, как я пришиваю капюшон, да? Капюшон. Так, булавочки убираю. Капюшон пришиваю к горловине.
Итак, я провела большую работу, получается, беззвучно. Все показала на камеру. И сейчас я объясню, что я сделала. Ну, давайте начнем с карманчика, да, кармашек. Я прометала полностью и просто пришила одной строчкой. С этой стороны будет видна просто строчка. Можно было, конечно, второй строчкой, то есть, допустим, вот сюда, рядышком, можно было сюда кармашек пришить вот такого цвета, да, принтованной ткани, но у меня, к сожалению, не осталось. Далее я полностью обработала все срезы. Посмотрите, как это выглядит вот очень красиво, очень аккуратно. И контраст, да, такой розовый, сиреневый, неважно. То есть сиреневый на черно-белый, ну, можно сказать. Далее, воротничок я тоже показала, как я его, то есть капюшон, да, я тоже показала, как я его. Особенность здесь в том, что вот эти шовчики входят в этот шовчик. То есть одна бейка входит во вторую. Здесь, ну, максимально лучше, конечно, подрезать. То есть, чтобы она была прям ровненькой. С изнанки, ну или просто, скажем, с другой стороны выглядит это все вот так. Тут просто видны строчки двойные. И я обработала низ, я тоже показала без объяснения, показала, значит, обработала низ, у меня оставалась такая бейка, у меня закончилась, у меня осталось буквально вот такой вот, остался небольшой кусочек, сантиметров, наверное, может быть 10-12, да, и как раз у меня пошло все это на обработку, то есть остатки пошли на обработку молнии. Я это поняла, поэтому низ и рукава я обработала вот такой бейкой, то есть у меня были вот такие вот кусочки, опять же соединила между собой. И вот так вот обработала. Так, с рукавчиками то же самое. Точно так же. Здесь просто у меня чуть-чуть уже. Здесь чуть-чуть шире. Ну, видно, да? Вот так вот я покажу. Вот так. Здесь, наверное, где-то 0,7, а здесь 1,2 возможно. Ну и что касается самого интересного, это молния. Молнию я сначала приметала косыми стежками, я показывала. Далее, смотрите, у меня вот это получается низ. Молния расстегнута пока. Вот так переверну. Вот здесь у меня низ, молния начинается. И я сказала, что я хочу, чтобы она закончилась прям на верхней линии, прям 100% по центру. Вот он, пожалуйста, капюшона. Да? То есть вот здесь у меня заканчивается. Видите, я здесь уголочки подвернула. Заканчивается молния как раз на центре. Вот она, моя бейка, видно. Ну и дальше. Здесь я ничего срезать не буду. Срежу только вот эти хвостики от молнии. Прежде чем срезать, конечно, я должна вот так подвернуть и проверить, все ли у меня ровненько. То есть они должны быть красиво одинаково, да, подвернуты. Срезаю эти уголочки. И далее. Так, вот таким образом. Смотрите, сейчас ниточки лишние уберу. Значит, смотрите, вот она у меня молния. Пока я нитки не убираю, ну, хотя можно их уже убрать. Значит, смотрите, вот она молния, и она пока у меня на однотонной стороне. Ну и точно так же я вот так подворачиваю. То есть, получается, здесь я буду строчить в край бейки, вот сюда, не сюда, а именно сюда. И здесь у меня получится такая же картина, как при обработке вот этих вот срезов. И я еще не сказала, смотрите, у меня здесь я оставила специально хвостик. Прежде чем делать подгибку беечки, нам нужно этот хвостик вот так подогнуть вовнутрь, да, получается. И вот так я уже делаю подгибку. И строчу вот сюда, вот в этот край. Здесь, конечно, тоже можно сделать сначала наметку.
Итак, я пришила беечку. Вот так вот она у меня сейчас выглядит с одной стороны, с другой стороны вот так. И, как обычно, лишнее срезаю. Оставляю миллиметра 3. То есть оставляю миллиметра 2-3, ну может быть 4, да. То есть немножко, чтобы и не расползлось, и не выглядывало. И полностью сейчас по всей молнии, то есть по кругу получается. Все это срезаю. И уже, наверное, за кадром я все это срежу. А дальше я вот так уже выкладываю. Смотрите, у меня получается здесь такая картина. И вот сюда я выкладываю и строчу в край уже вот в эту сторону, да, в край бейки. Здесь у меня получится отстрочка такая достаточно широкая, а здесь получается как 2 строчки, да, на бейке. И все, в принципе, сейчас я срежу лишнее и уже покажу, как я буду строчить вот эту бейку. И курточка наша готова.